Поставлена точка, с кем готов говорить Зеленский, кроме Путина. Официальное заявление Офиса президента Украины. Путин отчаянно и в попыхах пытается отказаться от встречи с Зеленским в Стамбуле, сохранив лицо. Оправдания перед Трампом, которые начали озвучивать в Кремле, звучат максимально странно. Предвыборная бойня. Кандидата расстреляли в прямом эфире. Ужасающие кадры неожиданного покушения облетают мир. Как такое стало возможным? Дерзкая и внезапная атака на Росгвардию. Масштабный пожар и взрывы. Что случилось? Начало гражданской войны, ожесточенная стрельба, техника и танки на улицах. Что, где и почему началось сразу после визита к Путину? Поджог дома премьер-министра, новая война и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Историческое решение. Европа замерла в ожидании. Заявление уже на сайте британского правительства. После встречи в Лондоне и истечения срока жесткого ультиматума, который поставили Путину страны формата Веймар+, а это 7 государств, Европа решила дать Путину еще один шанс. Они временно тормозят давление на США, чтобы не мешать возможной встрече Зеленского и Путина. Диалог назначен на 15 мая в Турции, но есть один нюанс. Если Путин снова откажется, санкции ударят по России с новой силой, и это уже не просто угроза. Инсайдеры Bloomberg сообщают, после закрытых переговоров между США и Европой стало ясно, Вашингтон хочет дать шанс дипломатии, но терпение не бесконечно. Если Кремль не пойдет на контакт и продолжит атаки, Евросоюз будет требовать от Трампа сдержать слово и включить санкционную машину. Сам Трамп пока высказывается размыто по поводу того, будет ли он сам в Турции на встрече. Не стоит недооценивать четверг в Турции. Президент Эрдоган будет отличным хозяином. Мы работаем с ним, в том числе и по Сирии. Нам предстоит принять решение о санкциях, которые мы вполне возможно снимем. Мы можем снять их с Сирии, потому что хотим дать ей шанс на новый старт. Чиновники помогают Путину придумать отмазку, чтобы не лететь в Стамбул. Боится он полетов или Зеленского, аналитики Института изучения войны не уточняют. Но то, что настоящее оправдание от Путина уже выглядит смешным, это факт. В чем оно заключается? Официального ответа от Кремля пока не было, но заявления российских чиновников более низкого уровня указывают на то, что Путин, скорее всего, не поедет в Турцию и избегает личной встречи с президентом Украины. И уже говорят, что помощник Путина Мединский может полететь на встречу с Зеленским. Как отреагировали на это в Украине? Нет, конечно, но это же не формат. Президент не может встречаться, тем более Мединский. Не совсем понятен статус будет. Да, он там помощник по историческому наследию Путина, да, ну или там по исправлению истории, я бы так сказал. И понятно, что в окружении президента Зеленского всегда есть люди, которые могут вести те или иные переговоры на соответствующих уровнях, но тут же вопрос в другом, а смысл какой? То есть Зеленский будет разговаривать только с Путиным. Украина ранее подтвердила готовность к долгосрочному прекращению огня. Лидеры США, Франции, Германии, Польши и Великобритании поддержали идею 30-дневного перемирия, которое должно было начаться 12 мая. И это подтвердил спецпосланник Трампа к Путину Стив Уитков. Да, я общался с обеими сторонами, потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, не общаясь со всеми участниками? Поэтому я общался с Андреем Ермаком, я общался с президентом Зеленским, я общался с их министром обороны. У нас действительно хорошие конструктивные отношения. Поэтому то, что разговор с Путиным каким-то образом вызывает неприятие у людей, мне непонятно.
Придворные кремлевские политологи заявляют, что главная причина в том, что Зеленский будет Путину хамить и вызывать на конфликт, а это неприемлемо. Занавес. Инициатором встречи в Стамбуле выступил сам Путин. Потом Зеленский 11 мая заявил, что полетит в Турцию в любом случае, даже если прекращения огня не будет, а Песков на это сказал, мол, не надо ставить нам ультиматумы. Странная противоречивая политика. Атака на Росгвардию отчаянная и дерзкая. 5 полицейских машин вспыхнули, как факелы, прямо на охраняемой стоянке. А дальше только хуже. Калуга, ночь, пламя и девушка-диверсантка. Вся техника выгорела дотла, восстановлению не подлежит. Что же случилось? Тут действие в 2 актах. История похожа на сценарий триллера, только все это произошло в реальной России посреди ночи. По данным телеграм-канала «База», 27-летняя девушка устроила настоящий поджог века, пробралась на территорию вневедомственной охраны, облила автомобили горючим и подожгла их. Но на этом история не закончилась. После поджога она села за руль своего «Шевроле Авео» и, по словам очевидцев, попыталась сбежать из города. На трассе она сбила случайного пешехода и вместо того, чтобы помочь, выбежала из машины и начала добивать мужчину кулаками. Росгвардии причинен ущерб на 5 миллионов рублей, 3-месячный ребенок остался дома, а саму несостоявшуюся диверсантку задержали. Есть ли тут украинский след, который ФСБ видит везде? Как думаете вы? Не забывайте оставлять свои мнения в комментариях. Дом премьер-министра охватило пламенем. Поджог или нападение? Правоохранители пока не дают окончательного ответа, но совпадение слишком очевидное. The Telegraph описывает происшествие как террористическое нападение. Мужчина, ему 21, арестован по подозрению в поджоге дома Кира Стармера. Полиция Лондона считает, что это могло быть покушение на британского премьера. Подозреваемого также связывают с 2 другими инцидентами. Поджогом автомобиля вблизи дома политика 12 мая и еще одним поджогом двери в другом районе на севере Лондона 8 мая. Этот второй адрес, как утверждает BBC и другие британские медиа, также может быть связан со Стармером. Пострадавших в результате поджогов нет. В момент атаки Кир Стармер уже не жил по тому адресу. После вступления в должность премьер-министра в июле он переехал с семьей в резиденцию на Даунинг-стрит. Тем не менее, дело ведут следователи по борьбе с терроризмом, поскольку объект был ранее связан с высокопоставленным государственным деятелем. Сосед политика Чарльз Грант говорит, что полиция искала в его дворе предмет, брошенный в дом. По его словам, речь может идти о коктейле Молотова. Дом Стармера ранее уже становился мишенью протестующих. В прошлом году 3 активистов, выступавших в поддержку Палестины, были задержаны за разворачивание баннера с красными отпечатками ладоней перед зданием. Как вы думаете, это покушение или какая-то случайность, а может быть намеренный расчет, показательная акция, ведь все знают, что премьер-министр живет на Даунинг-стрит. Гражданская война вспыхнула снова сразу после гибели одного из самых влиятельных военных. Власти в панике, МВД призывает людей не выходить из домов, университеты закрылись, город замирает в ожидании следующего удара. ООН уже обратилась к участникам с призывом прекратить стрельбу, но в Триполи, столице Ливии, на это, похоже, никто не реагирует. Каждая группировка вооружена и не намерена уступать. Важно понимать, Ливия — это не просто страна в Африке, а ключевой игрок на нефтяном рынке региона, и любой взрыв в Триполи – это дестабилизация и угроза не только для самой Ливии, но и для нефтяных потоков в Европу, допустим. И тут самое странное и интересное. 10-11 мая Халифа Хафтар, главнокомандующий ливийской национальной армией, и маршал этой же самой армии встречался с Путиным, был в Москве. Сразу после визита к Путину в Ливии начинается гражданская война. Ну а это точно совпадение? Тем более, что у России есть свои интересы, как мы с вами уже установили. А вы как думаете, есть тут рука Кремля или нет? Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Кандидат в мэры убит. Прямо на митинге во время выступления расстреляли одного из претендентов на должность городского главы. Вместе с ней погибли еще 3. Убийство произошло в прямом эфире на Facebook. Толпа скандировала лозунги, когда прогремело около 20 выстрелов. Трагедия произошла в мексиканском штате Веракрус. Застрелили там кандидатку на пост мэра города Текистепек, 45-летнюю Есению Лару Гутьеррес, представительницу правящей в стране партии.
Нападения на политиков, в частности кандидатов на местные должности, стали распространенным явлением в Мексике во время избирательного процесса. Политическое насилие в Мексике достигает исторического пика. По данным Data Civica, 661 нападение за год на политиков, кандидатов и муниципальных чиновников. Только в 2024 году в Герреро застрелен кандидат в мэры, в Мичоакане убили действующую мэра прямо по дороге из спортзала. В октябре был ликвидирован новоизбранный мэр Чильпансинго через несколько дней после выборов. Страна погружается в пучину предвыборного террора, и с каждым днем все сложнее поверить, что выборы в Мексике — это что-то про демократию, а не про выживание. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.